В жизни каждого рано или поздно наступает такой момент, когда он задумывается о фартуке на кухню. Размышления эти тяжелые, поэтому сейчас свежим взглядом мы рассмотрим привычное и разберем необычные решения. Сначала самый популярный вариант – фартук из керамической плитки. Но прежде чем мы будем его разбирать, зайдем на территорию фундаментальной философии и рассмотрим, что же в принципе надо монтировать сначала – кухню или фартук. На фоне этого выбора вопросы из разряда «что было сначала – курица или яйцо, дух или материя» просто меркнут. Я озвучу то, что снизошло на меня в процессе строек, и объясню, в какой последовательности я предлагаю действовать. Чаще всего большинству хочется выложить фартук из керамической плитки до того, как установят кухню. Но на самом деле фартук до установки кухни стоит укладывать только если керамогранит занимает очень большую площадь, или если он широкоформатный, и его будет сложно установить после монтажа шкафов. Например, не будет верхних шкафчиков над столешницей, или они будут небольшими, или когда мы укладываем керамогранит от пола до потолка и ставим кухню на его фон. Например, как в этом проекте. У нас будет угол из широкоформатного керамогранита, и нам туда нужен либо большой обрезок с запасом, чтобы не выглядывал из-за мебели, либо уже делать нормальную плитку, как мы и будем делать. Стена будет ровная, мебель примыкать будет четко, и ничего торчать, как короткие носки из-под брюк, не будет. В остальных же случаях лучше все сосредоточенно укрыть, защитить и выложить плитку после кухонного гарнитура. Если стены ровные, то подрезки можно даже избежать, если все заранее рассчитать. Если стены немного неровные, то после установки кухни плиточник сможет с помощью плиточного клея выровнять все неровности. В этом случае мы избегаем таких ситуаций, когда кухня обрезает плитку в самом неприятном месте, или остается пустой огрызок в 1-2 см, или плитка выпирает за зону кухонных шкафов, или между шкафами и стеной образуется щель, для которой, естественно, никто не продумал добор, ну и так далее. В общем, ошибок здесь может выйти уже на финальной стадии достаточно много. Тут нелогично было бы переключиться на самую желанную женскую мечту – это белая плиточка-кабанчик с фасками по периметру. И сейчас я вас буду от нее отговаривать. Если вы рассчитаете ее высоту, заложите 3-4 мм на швы, и если вы сконструируете под нее и ее раскладку и рельеф кухни, и поставите мебель, а затем выложите плитку четко по плану, все еще это куда ни шло. Но если вы будете выкладывать кабанчик до монтажа мебели, то вполне можете получить что-то такое. Потом вполне вероятно вы будете писать всем и спрашивать, а как это обыграть. А нормально это уже никак нельзя будет обыграть ни балалайкой, ни баяном, ни губной гармошкой. С углами у кабанчиков тоже серьезные проблемы. Керамогранит зачастую окрашен в массе, а вот керамическая плитка сверху имеет глазурь. Глазурь это сильно крошится при резке. Кабанчик это вот как раз именно такая глазурированная плитка, как сырок, только невкусная. Поэтому на углах и подрезках с кабанчиком очень сложно работать. Иные придумывают даже такие вот уголки, чтобы не связываться с этими подрезками, и говорят, что сейчас так модно, но вы не верьте. Некоторые же принимают вызов, но создают лишь множество сколов. Очень редкий плиточник, и то, если он пережил в своей жизни катарсис перфекционизма, может взяться за работу по укладке и подрезке кабанчика и сделать ее удачно. Если вам попался такой плиточник, можете смело целовать ему руки, ну или хотя бы пожать их с уважением. Вот вы заметили этот кабанчик в каких-нибудь группах ВКонтакте и сразу влюбились в него, потому что вам показалась эта идея такая новая, и раньше вы ни у кого не видели этого кабанчика, и сразу его себе захотели. И он так часто встречается на картинках в интернете, а значит он в моде, в тренде, класс! Здесь я должна обмолвиться уже не о практическом, а о субъективном. Предлагаю вам посмотреть на кабанчик другими глазами, просто для расширения сознания. На самом деле не все видят кабанчик так, как некоторые в него влюбленные и плачущие от восторга. Я, когда смотрю на кабанчик, вижу плитку, история которой уходит более чем на век назад.
когда ей оформляли, например, станции французского метро. Поэтому кабанчик часто еще называют метро. Это было удобно, утилитарно. Все были рады, что такой плиткой можно было огибать большие радиусные своды станций, но нельзя сказать, что это был великий эстетический триумф человечества. Поэтому насколько это действительно новое и прорывное решение, и стоит ли связываться с рельефным кабанчиком с учетом всех его плюсов и минусов, лучше еще раз подумать. У других керамических плиток средней размерности все еще остаются вопросы со швами и стыковками. Например, октагоны всегда очень сложны в стыковке, и почти никогда не ясно, в каком месте их надо подрезать так, чтобы внутренний перфекционист был удовлетворен. Надо очень любить октагоны, чтобы такое им прощать, конечно. Чтобы октагоны не подрезать, некоторые даже конструируют из них неведомые организмы, но к этим конструкциям надо тоже иметь особую страсть, не всем они по вкусу. А плоская прямоугольная плиточка, уложенная косичкой в разбежку или диагонально, может давать неожиданные и не самые красивые огрызки. Такие моменты надо продумывать. Но я повторюсь, чтобы сделать все красиво и рассчитать все швы, лучше браться за интересненькую раскладку на фартуке только если у вас все прочие проблемы в жизни уже решены. При недостаточном внимании к этому вопросу безумной красоты вы, вероятно, можете не получить. Гораздо более спокойнее и безопаснее будет взять плитку кратную мебели. Например, архитектурный квадрат 10 на 10 очень сильно упростит вам жизнь. Или мозаика, уложенная прямоугольной сеткой, даст вам возможность все четко рассчитать и облегчить ремонтную ношу. Красивая плиточка может радовать вас в магазине, но если она плохо наклеена и подрезана, она вполне вероятно будет чаще раздражать, чем радовать. У плитки есть швы, которые многим не нравятся, поэтому некоторые наклеивают на фартук широкоформатный керамогранит, например, 60 см шириной и, допустим, 120 см длиной. Тут вы можете рассчитать плитку так, чтобы, например, вертикальный шов совпадал с делением фасадов. Я не буду долго останавливаться на акриловом и натуральном камне, на кварцевом агломерате. Они в контексте фартука не столешницы. Примерно одинаково практичны, могут быть единым полотном, без швов. Тут вы выбираете просто рисунок, цвет и стоимость. Еще быстро проговорю про стеклянный фартук. Стеклянный фартук также можно использовать, но вместо монтажа с помощью закручивающихся винтиков и вот этих вот металлических нахлобучек можно попросить мебельщиков его приклеить, зажать столешницей и верхними ящиками кухни. В общем, предусмотреть аккуратный монтаж заранее, без дополнительных крепежных элементов, исходя из конструктива кухни. Сокрытие любых технических деталей всегда улучшает внешний вид кухни. Стекло может иметь скрытую подсветку, и это будет нормально, но вот с фотопечатью надо быть максимально осторожным, потому что фотопечать в таком месте – это опасный момент. Почему именно, я подробно рассказывала в этом видео. Мы с вами народ достаточно напряженный и нервный, все у нас с вами должно быть антивандальным и пуленепробиваемым. А вот в Европе люди относятся ко многому проще, расслабленнее и спокойнее. Поэтому они бесстрашно сокращают высоту фартука, как будто бы вообще никаких брызг не знают. А могут, вы не поверите, и вовсе не делать никакого фартука. Просто красить стену краской с каким-нибудь воском и все. Для нашей ментальности это решение может показаться безумным, хотя если варочная поверхность вынесена на остров, то, вероятно, это не безумие вовсе, а хладнокровный расчет. Именно европейцы придумали делать из фартуков полочки, на которые, к слову, ничего разноцветного потом и беспорядочного не поставишь, и прихватки, подаренные на Новый год, не развесишь. С такими полками придется покупать красивую посуду, баночки для специй, однотипные чашечки. Все это выставлять как на витрину и пользоваться только красивыми вещами. Фартуки все чаще используются как место для дополнительного хранения, где не только удобно хранить все возможное, но иногда сушить посуду, хранить ножи или прятать сладости от детей. Бывают новомодные модели с электроприводом, но цены там, конечно, королевского великолепия. Еще такие фартуки могут увеличивать глубину нижних шкафов примерно от 20 см и больше, что не всем подойдет.
Но организовать полочки на фартуке вам все равно никто не запретит, потому что всегда можно придумать что-то такое, не увеличивая глубину кухни. Прекрасно смотрятся еще металлические фартуки, они подходят во все стили. Идеально, когда они размещаются одним бесшовным полотном. В крайнем случае можно купить металлические панели, например, в Икее есть подобные, и смотрятся они очень хорошо. Если вы думаете о стеновых панелях, то присмотритесь к ним. Да и вообще есть хорошие готовые стеновые панели для фартука, например, под камень, которые могут быть довольно приятными на взгляд, тактильно и стоить недорого, но у них может быть ограничение по длине. Если вы не знали о таких, то поищите. В скандинавские лофт-интерьеры можно хорошо встроить в фартуки пикборды, которые могут быть любых цветов. Они создают атмосферу рабочей мастерской, где все у хозяйки всегда под рукой и на виду. К тому же это достаточно бюджетное решение. Это как рейлинги, только с большей возможностью для творчества. Ну а если вы хотите подготовиться к ремонту или погрузиться в мир дизайна, в описании к ролику вы найдете ссылки на мои курсы. Расскажите в комментариях, какой у вас фартук, поделитесь своим опытом, уверена, его многие прочтут с интересом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик. Всем дизайн!